Все мы помним сказку о сером волке из детства. Но кто на самом деле этот волк? Давайте разберемся вместе. Волк – это крупный хищник из семейства псовых, который играет одну из самых важных ролей в нашей экосистеме, и вот тому доказательство. В 1995 году 14 волков ворвались в Йеллоустоунский национальный парк, словно главные персонажи фантастического приключения. Наука не предвидела, что это внесет столь дерзкие изменения в экосистему парка. В этом природном уголке, избавленном от волков на протяжении 70 лет, властвовали олени. Их бесконтрольное размножение довело до катастрофического ущерба местной флоре, игнорируя все усилия человека по контролю их численности. Но появление 14 волков стало началом революции. Хотя волки не съели всех оленей, они внушили им осторожность при выборе пастбищ и уклонение от некоторых участков парка. В результате этого начала расцветать растительность, и за 6 лет количество деревьев увеличилось в 5 раз. Появились бобры, создавшие плотины из деревьев. А впервые за долгие годы завелись ондатры, утки и рыба. Волки также оказали влияние на численность шакалов, что стало катализатором увеличения зайцев и мышей, привлекших в парк ястребов, хорьков и лис. Медведи вернулись, так как теперь могли отгонять волков от добычи или наслаждаться остатками пиршеств. Парк преобразился. Самым поразительным стало изменение рек в парке под воздействием волков. Их русла стали прямыми и стабильными, уменьшив эрозию берегов. Эта удивительная сага географических перемещений парка – результат 14 волков, выпущенных в него менее 20 лет назад. В мире волков, где каждый вид является удивительным творением природы, особенно выделяются гиганты – серые и полярные волки. С их внушительным ростом в холке до 85 см и длиной туловища, достигающей 160 см, без учета хвоста, они воплощают в себе величие хищного мира. Правило Бергмана подтверждается: чем суровее среда обитания, тем колоссальнее создания. И самые массивные волки весом до 90 кг обитают в Сибири, создавая свою собственную легенду в этих суровых просторах. Волчьи головы с высокопоставленными острыми ушами и удлиненными мордами создают впечатление могущественных правителей дикой природы. Величественные волчьи пасти, вооруженные 42 зубами, представляют собой исключительное технологическое совершенство природы. Хищные зубы разрывают добычу на куски, а клыки крепко держат и тащат свою жертву. Все эти особенности создают живописную картину волчьего царства, где сила и красота соединяются в потрясающей симфонии природы. Виртуозы природного искусства волки находят свой дом в самых невероятных уголках мира. Будь то густые леса, заснеженная тайга или холодная тундра. Их великий ареал охватывает не только Европу и Азию, но и Северную Америку, где эти загадочные хищники владеют ледяными просторами и хвойными лесами. Однако в последние сотни лет человечество, словно непрошенные гости, вторглись в их природные уголки. В своем стремлении создать комфортные обиталища, люди изгоняют волчьи стаи и стирают следы их присутствия. Солнце уходит за горизонт, и эти загадочные обитатели ночи вступают в свой таинственный танец. Их активность в темное время суток превращается в настоящую симфонию, в которой длинный вой стаи служит не только сигналом охоты, но и языком общения в волчьем королевстве. Охотясь на свою добычу, волчьи стаи совершают тихие шаги, стремясь сохранить интригу, как настоящие мастера в искусстве охоты. Днем они скрывают свою величественность в укрытиях, даря миру свою таинственность. Волки – настоящие путешественники. Их следы можно обнаружить в самых отдаленных уголках Земли, подчеркивая их невероятную способность приспосабливаться к разнообразным условиям окружающей среды. Эти хищники обладают утонченным слухом, остро реагируя на малейшие звуки ночной тишины, в то время как их зрение и обоняние не так великолепно развиты. Волки компенсируют это выносливостью, скоростью реакции и выдающимися интеллектуальными способностями. Скорость, с которой они преследуют свою добычу, достигает 60 км в час, и за ночь они способны преодолеть не менее 100 км, создавая свой уникальный след в темных недрах ночной природы. В лесах и горах, где волки устраивают свой столовый зал,
Меню не ограничивается обычными мясными закусками. Они предпочитают разнообразие в своем рационе, создавая настоящие гастрономические симфонии. В основе их кулинарного искусства лежат мелкие грызуны, зайцы и даже копытные, будь то домашние телята или дикие олени. В южных уголках волки, словно гурманы, угощаются дикими плодами и ягодами. В тундре они совершают настоящие охотничьи сафари, где самцы оленей и лемминги становятся коронными трофеями. Их меню разнообразно, от горных баранов и тарбаганов до водных крыс и разнообразной рыбы. Собаки и домашние животные тоже несут свою долю экзотики в этом кулинарном пире. Но если вдруг не удастся сразу все съесть, волки, как настоящие гурманы, знают толк в хранении еды, тщательно пряча свои деликатесы. Они проявляют удивительную мудрость, создавая стратегии охоты, которые меняются в зависимости от условий. Волчьи стаи, словно слаженные бригады, точно знают, кто ответственен за какой участок леса. Волки – это настоящие выносливые атлеты природы. Они способны продержаться без еды до 2 недель. Их выносливость и интеллект делают их не только замечательными охотниками, но и настоящими стратегами выживания в природе. В стремлении выжить в суровых условиях природы и обеспечить безопасность своей территории, волки формируют стаи, где каждый член играет свою уникальную роль. Интересно, что иногда стаи могут насчитывать более 25 особей, что делает их особыми исключениями в волчьем мире. Обычно же стая состоит из 3-7 особей. На вершине социальной лестницы стаи стоит вожак, и как его иногда называют, матерый волк, альфа-самец. Его партнерша, альфа-самка, активно поддерживает социальный порядок в семье. Вожак несет ответственность за распределение ролей и управляет графиком жизни стаи, принимая важные решения, такие как время для охоты и уход за больными. Психологический аспект важен для волков не меньше, чем физическая сила. Интересно отметить, что альфа-самец иногда прислушивается к мнению всей стаи, хотя такие моменты встречаются крайне редко. Подруга вожака, альфа-самка, тщательно следит за поведением других волчиц в стае и уделяет внимание воспитанию потомства. Считается, что даже спаривание волчиц начинается только с разрешения альфа-самки. Когда стая движется цепочкой, впереди идет альфа-самка, а вожак замыкает строй. Интересно, что роль разведчика часто поручается женской особи, которая от природы более внимательна, в то время как самец следит за порядком. В случае гибели альфа-самца его подруга может временно возглавить стаю, опираясь на свой опыт и врожденные качества. Однако в большинстве случаев место вожака занимает заместитель, бета-самец, старший воин, ответственный за организацию охоты и охрану территории. В иерархии стаи ниже находятся волки-воины, взрослые самцы и самки без потомства. Они занимаются добычей еды и охраной территории. Интересно, что иногда на этой ступени возникают группы, дружеские связи, зарождающиеся еще в детстве и сохраняющиеся на всю жизнь. Утрата друга в этом мире волков воспринимается сильнее, чем у собак. Волчицы-матери занимают особое положение, не участвуя в охоте, но пользуясь некоторыми привилегиями и подчиняясь альфа-самке. Они могут уходить из стаи вместе с самцом для рождения потомства, а затем возвращаются вместе с щенками. Волчата-подростки или плестуны остаются под присмотром матерей и иногда участвуют в воспитании младшего поколения. Самое младшее поколение волчат, щенки, находят заботу со стороны всей стаи, и не только матерей. Они пользуются покровительством вожака или его подруги в спорных ситуациях, и все им прощается. Стая также проявляет заботу к инвалидам, покалеченным или старым особям, кормят их пережеванной пищей, а иногда даже ловят у них блох. В конце концов, важно отметить, что структура волчьей стаи может немного отличаться в различных условиях жизни. Иногда возникают ранги, состоящие из одной особи, такие как старшая мать, дядя или сигнальщик, который информирует стаю о возможной опасности или успешной охоте. Однако вне зависимости от этого общественные интересы всегда ставятся выше личных, и стая сохраняет свою целостность и выживание благодаря слаженной работе всех ее членов. У санитаров леса не так много естественных врагов. Иногда происходят столкновения с волками, рысями и медведями. Особенно во время охоты, когда хищники могут получить травмы от лосей и бизонов. Однако основная угроза – это голод, затрагивающий как взрослых, так и молодых. Во многих странах волков рассматривают с негативной точки зрения, хотя они играют важную роль в экосистеме леса.
Истребление волков может вызвать эпидемии среди других животных. В ряде стран серому волку грозит исчезновение, главным образом из-за человеческого страха за безопасность домашнего скота. Чтобы предотвратить угрозу, хищника часто подвергают ядовитым веществам и отстреливают. Эти действия привели к резкому снижению численности вида, что привело к тому, что, например, в Миннесоте серый волк считается находящимся на грани исчезновения. В мире волков царит загадочная история любви и семейного уюта. Эти хищники, известные своей моногамией, формируют пары для размножения, нарушая обычный характер семейных отношений. Брачный период приносит агрессивность в поведении как самцов, так и самок, создавая напряженную атмосферу в стае. Но после завершения этого периода наступает период идиллии, где стая готовится к росту и развитию будущего поколения. История семьи волков начинается с выбора надежного логова. Они устраивают свои гнезда в изысканных укрытиях, часто адаптируя покинутые норы других крупных животных. Местоположение логова тщательно выбирается так, чтобы самец и самка чувствовали предстоящую опасность. Беременность у самки длится 2 месяца, и волчата появляются на свет в разные времена года, в зависимости от климата. После рождения самка не оставляет своих детенышей, заботясь о них в течение нескольких дней, пока самец обеспечивает ее пищей. В течение 1,5 месяцев самка кормит волчат молоком, а затем в их рацион добавляется мясо. Когда малыши становятся сильнее, самка присоединяется к охоте вместе со стаей, оставляя волчат одних на долгое время. В случае угрозы она переносит своих потомков в безопасное место. В конечном итоге стая волков живет в гармонии с природой, где любовь и забота идут рука об руку с выживанием и размножением. Спасибо, что присоединились ко всему этому волчьему приключению. Надеюсь, вы насладились этим увлекательным путешествием в волчий мир. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения для следующих видео, не стесняйтесь делиться ими в комментариях. Помните, что мир вокруг нас полон удивительных историй, и волки всего лишь одна из них. До скорой встречи в следующем ролике. Берегите природу и всем пока!